Начнем мы с хлопка. Дело в том, что на сегодняшний день производство хлопка составляет такой совсем небольшой процент. Посмотрите, это всего лишь 20% мирового производства волокон – это хлопок. А всего лишь 20 лет назад эта цифра была 50. Представляете? 50%, и за 20 лет она уменьшилась более чем в 2 раза. С чем это связано? Почему хлопка стало производиться меньше? Ну, во-первых, у нас все идет в мире по пути упрощения, и хлопок все больше заменяют синтетические волокна, в силу, конечно, их каких-то и хороших свойств, ну и в силу того, что синтетические волокна намного дешевле, чем хлопковые волокна, и поэтому повсеместно они хлопок вытесняют. Вторая проблема то, что многие европейские страны, где очень высокие экологические стандарты, начинают накладывать различные ограничения на переработку хлопка, что связано с очень большой вредностью именно выращивания хлопка. Несмотря на то, что к хлопку мы привыкли как к такому натуральному продукту, сам процесс его выращивания является крайне неэкологичным процессом, поскольку в процессе его выращивания используется огромное количество гербицидов, пестицидов, и огромное количество пресной воды, которая на Земле является дефицитом. Поэтому многие страны просто накладывают ограничения, или производитель должен доказать то, что этот хлопок произведен по всем, с использованием всех экологических канонов на сегодняшний день. И видите, постепенно происходит переход, медленный переход хлопка в разряд такого элитного продукта. Он незаметен, но поверьте, это совсем не шутки. Потому что, вот, например, я проследил по данным Узбекистана, из 2008 по 2020 год производство хлопка, посевные площади уменьшились на 1/3. А Узбекистан все-таки входит в 5 первых хлопкосеющих стран мира. То есть он постепенно становится элитным продуктом. И многие из моих слушателей, из моих подписчиков жалуются, что в Европе, да и в России уже не так просто найти не просто вещи из хорошего хлопка, а вообще вещи из стопроцентного хлопка, потому что все это уже какие-то смеси. Альтернативы, такие хорошие альтернативы, это то, что сейчас очень достаточно быстро развивается производство органического хлопка. Есть такое направление, органический хлопок. Это хлопок, который выращен по всем канонам с использованием всех экологичных технологий. Без использования химических удобрений, только натурально. Но как вы думаете, сколько такого количества органического хлопка в мире выращивается? В процентах? 1. 1%. Ну, то есть это, как вы понимаете, совсем ничего. Но тем не менее, если вы видите на бирке Organic Cotton, то вы понимаете, что вы покупкой этого изделия вносите свой скромный вклад в поддержку экологии нашей планеты. Все равно органического хлопка никогда не будет много, потому что это продукт не массы, вырастить его намного тяжелее, чем обычный хлопок, где используются все химические удобрения. Когда вы берете в руку хлопковую вещь, хлопковое постельное белье или хлопковую футболку, рубашку, для обычного обывателя, потребителя это хлопок и хлопок. Но у дорогого хлопка и у обычного хлопка не так много общего. Давайте все-таки я как на молекулярный уровень попытаюсь разобрать все-таки, в чем отличие одного хлопка от другого. Итак, смотрите, что общего между обычной хлопковой футболкой и дорогой хлопковой футболкой, которые, в принципе, примерно перед первой стиркой будут выглядеть примерно одинаково. И то является натуральным волокном. Прекрасно, совершенно верно. А хлопок является гипоаллергенным волокном и материалы из него. Аллергеном могут быть красители, аллергеном могут быть отделочные препараты, может быть добавление формальдегида и так далее. Но сам хлопок является гипоаллергеном. Поэтому, если вы слышите у меня аллергия на хлопок, это может быть на некачественный, там где много пыли, может быть на пух и так далее. У хлопка высокая гигроскопичность, 8-12%, это столько, сколько он забирает влаги из окружающей среды, а значит изделия с хлопка хорошо впитывают пот. Хлопковые изделия не накапливают статическое электричество, то есть хлопковое постельное белье или одежда, она никогда током биться не будет. За исключением, если у вас очень сухой климат или очень сухой воздух в помещении. Хлопковое волокно не колется, потому что оно тонкое. Даже самый грубый хлопок не будет колоться. Вы знаете, там есть у кого-то аллергия на грубую шерсть, там шерсть колется. Хлопок никогда не колется, потому что даже самый грубый хлопок, он такой же тонкий, как хорошая шерсть. Ну и у хлопка хорошая термостойкость, даже при высокой температуре он практически не меняет своих свойств. В принципе, это все. Это все, что общего у хорошего и у премиального хлопка. А теперь давайте посмотрим, чем они будут отличаться, этот хлопок. Я говорю хлопок, а вы понимаете, что это же будет касаться и пряжи,
и ткани, и дальнейшей эксплуатации изделия. Во-первых, прочность. Хороший хлопок, хорошее хлопковое волокно, пряжа, она всегда прочнее. Прочнее пряжа, прочнее ткань, долговечные изделия. Сразу проводим такую параллель. У хорошего хлопка меньше усадка, значит изделие дольше будет сохранять свой внешний вид и не деформироваться. У хорошего хлопка меньше пилингуемости или вообще нет пилингуемости. Соответственно, этого пилинга не будет и в изделиях. А значит, оно дольше будет сохранять свой внешний вид. А изделие прослужит вам намного дольше и дольше будет, в общем-то, выглядеть точно так же, как при покупке. Хороший хлопок, он всегда мягче. Мягче за счет структуры самого волокна, об этом мы будем говорить позже, и, соответственно, комфортность изделия тоже будет намного выше. Внешний вид у изделий из хорошего хлопка всегда лучше, чем из обычного. Почему? У хорошего хлопка вообще нету сорных примесей, вообще нету никаких вкраплений, узелков этого нету в принципе. То есть изделие будет иметь идеально равномерный внешний вид, ровная поверхность, такая, что вы можете этот хлопок перепутать с химическим волокном. Вот, например, вот это вот изделие, ну, демонстрационное из лучшего хлопка, вот если вы его подержите в руках, пощупаете, то вы можете подумать, что это вискоза или это синтетика. Хотя это стопроцентный хлопок без малейшего добавления. То есть идеальный внешний вид, что нужно для одежды премиум класса, для сорочек, для блузок, для платья. Ну и хлопковое волокно хорошее имеет блеск. Почему хлопковое волокно хорошее имеет блеск, плохое не имеет? Это связано с длиной волокна. Об этом тоже поговорим немножко позже. И стойкость к стиранию. Стойкость к стиранию важнейший показатель для постельного белья, для одежды. Почему? Потому что чем выше стойкость к стиранию, тем больше стирок выдержит у вас ваше изделие при сохранении своего внешнего вида. Почему же так происходит? Почему здесь так, а здесь так? Разбираемся дальше. Первое, от чего зависит вот это качество. Качество готового изделия. Такой сложный пирог, в котором много составляющих. Первое – это вид хлопка. Селекционных сортов хлопка, наверное, тысячи, которые были выведены за разные годы. Но промышленное значение имеет не так много. Затем технология прядения. Прядение – это производство, где получают пряжу. Технология это может быть совершенной или может быть какая-то обычная технология. Это зависит от уровня оборудования, от уровня людей, которые там работают, от самой технологии, от опыта, который имеет производство. Поэтому от этого тоже зависит очень много в качестве готовых изделий. Затем технология ткачества. Представляете, какой пирог? Пряжа попадает в ткацкое производство, где, соответственно, получают уже следующий полуфабрикат текстильного производства – это ткань. Это ткацкое оборудование, это опять же технология ткачества и то, насколько она совершенна. Структура ткани. Постельное белье может быть из сатина, из поплина, из бязи и из перкаля. Из одной и той же пряжи я могу сделать абсолютно разные структуры, и это будут совсем разные ткани. Они будут обладать совсем разными свойствами, поэтому это еще одна составляющая. Также к структуре относится плотность ткани, от которой тоже, соответственно, зависит долговечность. Это мы только дошли до ткани. Потом отделка. Вот это все стоит дешевле, чем вот эта вот одна история. Технология отделки самая дорогая в текстильном производстве, где ткани придается ее окончательный внешний вид. Наносится краситель, печатный рисунок, придается мягкость, водонепроницаемость, блеск и так далее. Могут быть десятки различных видов отделки в зависимости от вашего кошелька и требований заказчика. И только на последнее место я поставил качество пошива и, соответственно, фурнитура, которая будет использоваться, ну, поскольку здесь уже достаточно сложно запороть продукт, но возможно. Потому что можно получить прекрасную отделанную ткань и пошить ее так, что ваш покупатель разведет руками и скажет, что это вообще получилось. Это, конечно, будет очень обидно, потому что эти материалы все очень дорогие. Все компоненты этого пирога мы, конечно, с вами сегодня не рассмотрим, это невозможно в рамках одной лекции, поэтому мы поговорим о наиболее важном, о том, какой хлопок используется, чтобы вы понимали, почему эти изделия такие дорогие, почему стоимость такая, она абсолютно как бы адекватная его свойствам, и вас это не должно пугать. Итак, хлопок, хлопковое волокно. Все, наверное, его видели, все представляют, растет оно во многих странах, больше 100 стран в мире добывают хлопок. И это многолетнее растение, хотя выращивают его как однолетнее. Известно 39 видов хлопчатника, но промышленное значение имеют два вида, которые перерабатываются больше всего в промышленности.
Это Gossypium hirsutum. Он называется хлопок обыкновенный, хлопок мексиканский или Upland. Это хлопок обыкновенный, Upland, из которого сделано большинство изделий масс-маркета. Это обычный хлопок. И есть лучший хлопок, вот этот вот Gossypium barbadense. Это его латинское название. Называется он еще перуанский хлопок, называется барбадосский хлопок. Ну и может кто-то знает его название, как его маркируют в Америке, хлопок Пима. Может быть тоже кто-то слышал такое название. Итак, Upland и Пима, два основных вида хлопчатника. Мы будем говорить о более дорогом, это о хлопке Пима. Все сорта хлопчатника делятся на две группы. Мы начинаем разбирать этот пирог на молекулы. Он делится на средневолокнистые сорта, это как раз таки и есть Upland, 25-32 мм длина волокна средневолокнистого хлопка. Может быть меньше. Тут такой четкой границы нету. И есть длинноволокнистые сорта, это и есть Gossypium barbadense с длиной волокна более 32 мм. Этого волокна выращивается в мире менее 5% от общего объема. От всего объема хлопка там более 20 миллионов тонн, 24 миллиона тонн. И всего 5%. Почему его так мало выращивается? Дело в том, что хлопок очень капризное растение. Очень подвержен воздействию различных насекомых, паразитов, перепаду климата, дождям и так далее. И вырастить его сложно, поэтому фермерам гораздо проще выращивать вот такой хлопок, хотя рентабельность выращивания одного и другого может быть абсолютно одинаковая. А раз рентабельность одинаковая, то зачем заморачиваться с тем, что выращивать сложнее? Ну и климатические условия для выращивания длинноволокнистого хлопка, они еще более капризные, чем для хлопка Upland. А теперь мы переходим к премиум сегменту. Это еще дороже и еще круче. Этот хлопок называется экстра длинноволокнистый. Его мировое обозначение ELS, Extra Long Staple. Сверхдлинное волокно. А это обычно волокно более 35 мм. Ну и предел, где-то в среднем этот экстра длинноволокнистый хлопок идет до 40, 35-40. Но есть сорта, где до 50 мм, или мировой рекорд 62 мм, длина волокон хлопка. Такого волокна вообще 1% от общего объема. И поэтому, конечно, прядельные фабрики, те, кто занимаются премиум текстилем интерьерным, они, конечно, гоняются за этой пряжей по всему миру для того, чтобы сделать из нее свои вот эти эксклюзивные ткани. Ну и вы можете мне задать вопрос, а при чем тут длина? Дело в том, что от длины зависит большинство показателей хлопка. Смотрите, чем длиннее волокно хлопка, тем прочнее пряжа. Чем прочнее пряжа, тем прочнее ткань. Чем прочнее ткань, тем более она долговечная. Больше выдержит стирок и больше у нее будет истирание. Она дольше будет сохранять свой внешний вид. Смотрите, если длина хлопка больше всего на 1 мм, то прочность волокна, прочность пряжи уже возрастает на 3-4%. Это только первый показатель, который зависит от длины. Но почему пряжа из длинного волокна прочнее? Вы понимаете, более длинные волокна при разрыве они будут разрываться. А короткие волокна при разрыве будут проскальзывать и разрываться не будут. Поэтому чем длиннее волокно, тем проще, прочнее. Второе. Чем длиннее волокно, тем больше блеск в ткани. Многие любят ткани с блеском. Вот откуда этот блеск берется? Блеск тоже бывает разный. Блеск синтетических волокон, он такой дешевый считается блеск. А есть блеск такой благородный, как у шелка, немножко приглушенный блеск. Откуда берется блеск? Это зависит от отражения света, отражения солнечных лучей. Чем длиннее волокно, тем выше коэффициент отражения. Чем более прямолинейный участок, тем больше коэффициент отражения. А значит, чем длиннее волокно, тем всегда будет больше блеск. Готовое изделие. Два компонента мы уже разобрали. Едем дальше. Чем длиннее волокно, тем меньше ворсистость. У ткани есть такой показатель, как ворсистость. От этой ворсистости будет зависеть тактильность, мягкость. От этого показателя будет зависеть такой показатель ткани, как пилингуемость. Все знают, да, что такое пилингуемость? Это когда ткань закатывается в пилинг. Так вот, смотрите, в чем здесь дело. Любое волокно имеет два кончика. Один и второй. И значит, представьте, пряжа получена из длинных волокон или из коротких. Если из длинных, то на единице длины этих ворсинок будет меньше. Соответственно, длиннее волокно, меньше ворсистых. И такие ткани будут намного меньше пилинговаться, а значит, дольше будут вас радовать и сохранять свой внешний вид. Кроме того, пряжа из длинных волокон более равномерная.
Это тоже очень важное преимущество, потому что от равномерности зависит внешний вид. Как вы видите эту ткань, насколько она ровная, насколько у нее идеальная поверхность. Значит, длинные волокна дают более равномерную поверхность. Но это еще не все, что касается длинноволокнистого хлопка. У него не только больше длина, у него еще меньше толщина. И вот это и еще одна часть этого пирога – это толщина волокон хлопка. Почему толщина тоже так важна? Дело в том, что средневолокнистый хлопок и длинноволокнистый хлопок по толщине могут отличаться в 2 и более раза. Смотрите, чем тоньше волокна хлопка, тем более мягкой будет пряжа. Чем мягче пряжа, тем мягче ткани и изделия из нее. Тактильность. Вот вспомните, если кто-то из вас трогал ткани из хорошего кашемира или из хорошей мериносовой шерсти. Они очень мягкие. А кто-то говорит, мне шерсть колется. Почему она колется? Она колется, потому что волокно толстое, грубое. Кашемировая шерсть уже не колется, хороший меринос уже не колется, альпак уже не колется, потому что волокно тонкое. Поэтому чем тоньше, тем мягче, тем более комфортным в носке будет изделие, и тем более комфортным будет это постельное белье из такого хлопка. Чем мягче пряжа и ткань, тем выше драпируемость. Драпируемость – это такой показатель, который показывает, как ткань приобретает складки. Драпируемость – это способность ткани образовывать мягкие, красивые складки, причем складочки, видите, обратите внимание, должны быть одинаковой величины. Это тоже зависит от толщины пряжи. Чем тоньше, тем выше комфортность изделий. И еще один важнейший момент, на котором я хочу акцентировать внимание, он немножко, может быть, вам покажется сложным, но это тоже важно понять. Чем длиннее волокно, чем тоньше волокно, тем более тонкую пряжу можно получить. Из толстого волокна, из средневолокнистого, никогда не получить тонкую пряжу. То есть вот если я возьму вот эту пряжу, вот это итальянская пряжа, гребенная, хорошего качества, вот такую пряжу никогда не получишь из обычного хлопка. Ее можно получить только из длинноволокнистого хлопка. Почему? Здесь чистая математика. Учеными, технологами, инженерами установлено давным-давно, что в сечении пряжи должно быть не менее 35 волокон. 35 волокон – это самый минимум, что позволяет современная технология. Теперь представьте, пряжа из 35 тонких волокон или пряжа из 35 толстых волокон. В 2 раза или более будет пряжа тоньше, которая сделана из тонких волокон. А значит, тонкое волокно дает возможность получить тонкую пряжу. Вот это вот очень важно. Такую пряжу называют гребенной пряжей. Сейчас к нам пришло из Туреччины название пинье. Наверное, кто-то слышал. Пинье или компакт-пинье. Слышали, наверное, такое название? Так вот, пинье – это перевод с турецкого слова гребенная. Потому что у нас сейчас очень много текстилей из Турции, поэтому у нас есть зависимость уже от турецких понятий. По-русски это будет гребенная пряжа. Так вот, для самой качественной гребенной пряжи, видите, это количество волокон 35-36 волокон. Вот так вот выглядит хлопковое волокно под микроскопом. Видите, какое оно извитое, имеет внутри полый канал. И вот за счет этой извитости у него хорошая гигроскопичность и все его свойства, и воздухопроницаемость и так далее. Диаметр такого волокна в микронах всего лишь 10-15 микрометров. Это где-то в 10 раз тоньше, чем человеческий волос. Такое волокно из длинного волокнистого хлопка, если вытащить одно волокно, оно практически уже человеческим глазом невидимо. А для Апланда это уже значение 30-40 микрометров. Двигаемся дальше, разбираем дальше этот пирог. Ну, вы мне можете спросить, а какая разница, тонкая пряжа или толстая? Давайте разберемся. В чем важность этого показателя, толстая или тонкая пряжа? Чем тоньше пряжа, тем более легкие ткани можно сделать. Тем более нежные ткани на ощупь можно сделать и более мягкие. Раз. Эти ткани будут иметь хорошую воздухопроницаемость. Они будут мягкие, они будут воздушные, они будут необычайно комфортные, особенно для жаркой погоды, что это касается и одежды, это касается и постельного белья. То есть платье из такой пряжи, из такой ткани может весить 20-30 грамм. Представьте, если эта ткань с невысокой плотностью, она абсолютно невесомая и максимально комфортная. Но это не обязательно. Можно из тонкой пряжи получать и очень плотные ткани с очень высоким заполнением. Из толстой пряжи мы не можем получить высокое заполнение пряжи. Понимаете, чем толще, тем больше будет промежутков. Тонкая пряжа обеспечивает минимальное количество промежутков, значит, можем получить очень плотную ткань. Так как мы можем на одном
на отрезке определенной длины разместить большее количество нитей. Значит, ткань эта останется очень тонкой, но при этом всеми будет обладать теми свойствами, про которые мы говорили: и прочность, и износостойкость, и долговечность. Что касается плотности, давайте поговорим. Все, наверное, слышали такой показатель, как плотность. Какими показателями плотности пользовались и пользуются в Советском Союзе и в России? И это показатель плотность ткани, который измеряется в грамм на квадратный метр. Или, то есть сколько грамм весит квадратный метр ткани. Такой простенький показатель. Или в России, в советской научной литературе пользуются таким показателем, как плотность ткани по основе, плотность ткани по утку. Эти показатели могут быть разными. Вы знаете, что у ткани есть основа и уток. Это количество нити на единицу длины. Обычно берется на 1 дециметр или на 1 сантиметр. Но так как сейчас большинство из вас и на этой выставке в основном пользуются тканями не российского производства, то сейчас самый распространенный показатель плотности, который к нам пришел из Европы, это TC, Thread Count. Thread Count – это суммарное количество нитей на участке 1 дюйм нити основы и утка. 1 дюйм – это 2,54 сантиметра. То есть, если я вырежу вот такой квадратик 2,54 на 2,54 и разберу его на отдельные ниточки, это и будет TC. Размышляем дальше, как инженеры. Чем больше это количество, тем ткань будет более плотная, тем она будет более застилистая, тем она будет более износостойкая, более долговечная и так далее. Этот показатель TC может отличаться в огромных пределах. То есть, для постельного белья он может быть 300, 400, 500, 600. И когда мы видим вот эти высокие показатели TC, вы представляете, сколько же ниточек здесь лежит на этом квадратном дюйме. Чем выше этот показатель, тем тоньше пряжа. Теперь вы понимаете, почему. Чем выше этот показатель, тем это будет дороже, потому что больше этих ниточек здесь уложено. Тем, значит, более тонкая пряжа, а более тонкую пряжу получить всегда сложнее. Но есть определенные нормы у каждой фирмы для разных видов тканей, сколько будет этот показатель TC. Максимальный TC, который я видел, это было 1500. Представьте, 1500 TC. Значит, на квадратном дюйме 1500 нитей. Хлопок. Вот. А представляете, какая тонкая должна быть пряжа? Это практически уже фантастика. Это невероятной толщины пряжа. Вот, например, для этой ткани, вот эта ткань из хлопка Sea Island, использована пряжа линейной плотности 5,8 TEX. Вот она может обеспечить такой TC. Причем она скручивается еще в 2 сложения. Вот этот показатель, немножко мы его еще позже коснемся. Вот, поэтому, если вы видите TC, чем он выше, тем, соответственно, вы понимаете, что это будет дороже, это будет мягче, но показатель тоже не столь однозначен. Большее TC, большее заполнение ткани, вы можете потерять воздухопроницаемость. Если вы ищете себе ткань для летней рубашки, для летнего платья, вам не нужно высокое TC. Вам нужно, чтобы ткань хорошо дышала. Но если вы хотите супер износостойкость, чтобы ваша рубашка или ваше постельное белье выдержало 1000 стирок, то здесь, конечно, этот показатель прямо напрямую будет коррелировать с износостойкостью и с прочностью пряжи. Что же за самая тонкая пряжа? Самая тонкая пряжа, которая на сегодняшний день вырабатывается в мире, это где-то от 5 до 11,8 TEX. Кому понятно, в английских номерах это NE от 50 до 118. Получается самые легкие изделия. Что такое пряжа 5 TEX? Для тех, кто немножко не в теме. Значит, смотрите, это значит, что километр этой пряжи весит 5 грамм. Километр 5 грамм. Представляете, что такое километр? Это отсюда и далеко. И будет весить всего 5 грамм. Такую пряжу можно получить всего на нескольких прядельных фабриках в мире. Причем их не так много, я думаю, их до 10 всего в мире таких фабрик. И это годами, десятилетиями отточенная технология для того, чтобы они могли такую пряжу получить. Это всегда пряжа только из длинноволокнистого хлопка, о котором я говорил, в том числе и из экстрадлинноволокнистого. Это всегда пряжа гребенная. Есть такая пряжа гребенная, это значит, что волокно хлопковое прочесывалось дважды. 2 раза прочесывается на специальном оборудовании. И пряжа, которая получается с такого волокна, она не содержит ни одной соринки. В обычной пряже могут быть соринки.
В обычной пряже могут быть непсы или так называемые утолщения, как вы их называете, как хотите. В процессе отделки они забеливаются, они закрашиваются. Вы их можете не увидеть, но это не значит, что их нет. Они все равно потом повлияют на качество, на пилингуемость, на внешний вид. А в этой пряже и в этой ткани их нету в принципе за счет процесса двойного чесания. Вот, то есть вычесываются все абсолютно сорные примеси, а еще фишка в том, что в гребенной пряже нету короткого волокна. То есть всегда в хлопке есть волокна разной длины, даже в длинноволокнистом. Так вот в процессе чесания эти все волокна вычесываются полностью. Значит, эта пряжа состоит только из длинных волокон. Все, убрали все сорные примеси, убрали все соринки, убрали короткое волокно. Получили супер пряжу. Ну и есть еще много других нюансов технологии. Она вырабатывается только на кольцевых прядельных машинах. И есть еще такие машины компактного прядения. Может быть, слышали такое название компакт-пинье, кто занимается текстилем. Там, ну, правда, пишут маркетологи это по-другому. Они пишут качество пинье или качество компакт-пинье. Ну, вот это такой немножко неправильный язык, конечно. Но правильно будет сказать, что это пряжа гребенная компактного прядения. Вот она будет самая прочная, самая гладкая и самая равномерная. После этого такие ткани обязательно отбеливают, для того, чтобы получить максимальную белизну. И проводят дополнительную отделку, например, такую отделку, как мерсеризация. Может быть, кто-то слышал такое понятие. Это когда ткань обрабатывают раствором щелочи. За счет этой обработки щелочью сам хлопок меняет свою структуру. Этот процесс необратимый. То есть хлопок меняет свою структуру, назад она уже не вернется. После мерсеризации ткань получает еще больший блеск, приобретает. Она становится еще более прочной. Она лучше окрашивается в яркие цвета и свойства намного улучшаются. Но процесс дорогой. Так вот, все эти ткани, про которые я сегодня рассказываю, они 99% это ткани мерсеризованные для того, чтобы улучшить их внешний вид и их качество. Поэтому, если вы видите мерсеризованный, вы понимаете, что прошла дополнительную обработку. А вот есть такие маркетинговые фишки, как двойная мерсеризация или тройная мерсеризация. Это фейки. В это не верьте. Двойной мерсеризации не существует, и тройной тоже. Потому что свойства хлопка уже поменялись, их нельзя поменять еще раз. Нельзя сделать мерсеризацию лучше. Все, она уже проведена. Кроме того, процесс настолько дорогой, что дважды его проводить нету никакого смысла. Вот это вот ткань, про которую я вам рассказывал, и могу вам дать ее подержать в руках. Вот, пожалуйста, это ткань из самого дорогого хлопка в мире. Это хлопок Sea Island, линейная плотность пряжи. Здесь, если вытащить одну ниточку, 5,8 текс. Она еще и скручена в два сложения. Зачем скручивают две ниточки в одну? Чтобы она стала еще ровнее и еще прочнее. Вот это вот такая пряжа. И в основном такая пряжа используется только для эксклюзивных видов ткани, постельного, одежды и так далее. На масс-маркете, конечно, все эти изделия, они абсолютно исключены. Если вы видите какие-то цены, там, $150-200 за комплект постельного белья, то этого не может быть в принципе, потому что этого не может быть никогда. Вот, ну и подытожим, что же мы получили на выходе? Мы получили идеальный внешний вид ткани, полное отсутствие пороков, отсутствие пилинга, благородный блеск, шелковистая и гладкая поверхность, максимальная долговечность, высокая степень комфорта, мягкость, легкие и мягкие изделия, вот если мы говорим о пряже из такой ткани. Ну и поговорим немножко о сортах, что это за хлопок, который может дать такие характеристики. На самом деле его не так много, вы уже поняли, что там буквально 1% в мире этого экстра длинного волокнистого хлопка. И опять же в рамках этой лекции мы все не рассмотрим, но немножко успею, я расскажу. Итак, самые знаменитые сорта длинного волокнистого хлопка, по мере их эксклюзивности буду говорить. Sea Island – это американский хлопок островной, Suvin Gold – индийский хлопок, Giza, тоже Giza бывает разная, Giza 45, 87, 93 – египетский хлопок, Supima – США, Luxix – США, Super Cotton – Австралия, Баракат – Судан, и есть и китайские, тоже и узбекские сорта, они тоже выращиваются совсем немного. Ну и посмотрите, как выглядит хлопок вот длинноволокнистый, а вот это вот экстра длинноволокнистый. Видите, длина до 50 мм, это прямо вот мировой рекорд такого хлопка, его совсем чуть-чуть. Именно об этом мы сегодня поговорим. Вот расскажу вам про этот эксклюзивный хлопок.
который представляет вот на этой выставке компания Ранель постельное белье из самого редкого и самого дорогого хлопка в мире. Это хлопок Sea Island. Это хлопок с Карибских островов. Его выращивают с 1786 года, хотя раскопки показали, что 6 тысяч лет назад уже в Перу, на территории современного Перу, выращивался этот хлопок. Вот, сейчас его выращивают на островах Карибского моря, всего несколько этих островов, где выращивают этот хлопок. Ну и в определенные годы, в 19 веке, он составлял огромные доходы местных плантаторов. По нынешним меркам они заработали около 3,6 миллиардов долларов по курсу 2018 года на продаже этого хлопка. В основном он поставлялся в Англию английским аристократам. Королевские семьи спали на таком белье и носили, будьте здоровы, батистовые платочки из такого хлопка. Но это было выгодно только США во времена рабовладения. Как только отменили рабство, производство хлопка стало невыгодно, потому что рабский труд был практически бесплатным. И сразу пошла на убыль производство не только этого суперхлопка, но вообще любого хлопка, потому что сверхприбыли получать уже стало невозможно. Но окончательно добило производство хлопка Sea Island вот этот маленький жучок, зовут его долгоносик, этого жучка, который поедает молодые побеги хлопка, коробочки хлопка, и он пришел из Мексики в США в конце 19 века, и он уничтожил вслед за отменой рабства последние посадки этого хлопка Sea Island. Потом к 1930 году Sea Island был практически полностью уничтожен, потом очень долго по одному семечку, не шучу, это так и было, по семечку находили эти семена Sea Island, снова высаживали. И сейчас его выращивают совсем чуть-чуть на 3 островах. Это Барбадос, Антигуа и Ямайка. Это связано с тем, что у них очень хороший жаркий вегетационный период, с обильными дождями, когда идет период созревания и роста хлопка. А потом длинный сухой период, когда происходит его сбор со средней температурой 22-32 градуса. Вот. А сбор такого хлопка только ручной. Хлопок этот собирают только вручную. Ну, есть сбор хлопка машины, есть ручной. Несмотря на то, что мы живем в 21 веке, большая часть хлопка в мире собирается вручную. Вы скажете, почему? Есть машины, есть комбайн. А большая часть хлопка вручную собирают. Почему? Как вы думаете? Чище. Чище это, во-первых. А во-вторых, в основном хлопкосеющие страны – это страны с очень дешевой рабочей силой. Это Индия, это Китай, это Бангладеш, Мьянма, Пакистан. Там люди зарабатывают $2 в день, $1 в день. Поэтому это второй показатель, почему собирают вручную. Так вот, этого хлопка Sea Island собирают в год всего лишь 100 тюков. Это вообще ничего. 100 тюков – это 23 тонны. Представляете, на весь мир, вот для самых богатых людей, те, кто готовы платить за такие вещи, 23 тонны распределить, это 0,09% хлопка. Вы представляете, что это такое за объем? Вот. Затем этот хлопок, конечно, собирают, его очищают. Ну, про все этапы технологии, конечно, рассказывать не буду. Идет контроль качества и прочее, и затем его обязательно сертифицируют. Есть такая международная организация, называется WISICO, West Indian Sea Island Cotton Association. И только если она проверила качество, она убедилась, где его собрали и где его вырастили, и кто его вырастил, только тогда они присваивают ему бирку, она может продаваться как хлопок Sea Island. И цена его в 5 раз выше, чем просто любого длинноволокнистого хлопка. Видите, с каждым моим новым слайдом цена этого хлопка, изделия из него должна расти, потому что, в общем-то, так оно и есть. Вот так вот выглядит этот значок этой ассоциации. Ну, какие же у него свойства? Мы уже примерно поняли, чем он так прекрасен. Длина волокон 30-40 мм, иногда до 50. И этот хлопок занесен в книгу рекордов Гиннесса, его длина достигает иногда 62 мм. Исключительно волокно равномерное по длине. Это говорит о том, что изделие будет равномерное. Равномерность 86%, хотя хороший считается равномерность 82-84, у него еще выше. Есть такой показатель у волокна, как микронейр. Он характеризует толщину волокна. Вот этот микронейр у хлопка Sea Island 2,9 говорит о том, что волокно супер тонкое, в 1,5 раза тоньше, чем обычный хлопок, вот тот, который лежит у меня на столе. Диаметр таких волокон всего 10-12 микрометров, оно сопоставимо с
толщиной шерсти викуни, может быть, слышали, или есть такой экстра тонко волокнистый меринос, которого тоже там меньше процентов в мире в Австралии добывается. Вот оно по толщине еще тоньше, чем это супер тонкое волокно, значит мягкое и так далее. И оно очень белое, у него белизна, коэффициент отражения 73%. Вот как вы думаете, сколько коэффициент отражения вот у такого белого, называется, кипельно-белая ткань, да? Здесь где-то коэффициент отражения будет 86%. Иногда можно отбелить еще больше с добавлением различных оптических отбеливателей и так далее. Но само хлопковое волокно, оно белым не бывает. Белым оно становится после всех процессов отбелки, когда уже ткань отбелили, добавили белизну. А вообще хлопок вот такой кремовый, хотя он бывает и вообще цветным. Бывает даже зеленый, коричневый и красный хлопок. И, конечно, из таких тканей делают только предметы роскоши. Это дорогие сорочки, это майки пола, это дорогие носки. Я даже бренды не стал перечислять. Это дорогие футболки, нижнее белье. Ну и, конечно, постельное белье, о котором, в общем-то, мы сегодня с вами и говорим. Это комплекты постельного белья, пододеяльники, простыни, которые дают вам максимальный комфорт за счет всего того, о чем я вам сегодня рассказывал. Но кроме волокна, кроме самого этого прекрасного волокна, есть, конечно, масса нюансов технологии, о которых тоже я должен сказать хотя бы немножко. Ну, во-первых, зависит от того, какая крутка у пряжи. Для того, чтобы сформировать пряжу, есть такой показатель, как крутка. То есть сколько кручений на 1 метр пряжи. Чем больше эта крутка, тем пряжа прочнее. Но чем больше эта крутка, тем пряжа жестче. Чем больше эта крутка, тем жестче ткань. И тут нам нужно найти вот этот золотой компромисс. Мы хотим, чтобы ткань была мягкая, или мы хотим, чтобы она была прочная, износостойкая. Понимаете? Больше крутка, больше износостойкость, больше долговечность. Но меньше крутка, и вот он гладенький сатин. Поэтому здесь производители уже выбирают в зависимости от того, что они хотят получить. Кроме того, смотрите, еще чем меньше крутка, тем больше пилингуемых, потому что волокна хуже закреплены в структуре пряжи, значит пилинговаться ткань будет выше. Второй важнейший показатель – это каким переплетением получена ткань. Ну, в основном на рынке вот этого элитного постельного белья мы встречаем ткань двух структур. Это сатин и перкаль. Есть еще поплин на любителя, есть бязь, это более дешевый сегмент. Здесь мы столкнемся с сатином и перкалем. Перкаль – это ткань полотняного переплетения. Полотняное переплетение обеспечивает максимальную прочность. Значит, максимальная износостойкость и максимальное количество стирок. Ткани из такого, постельное белье из такой ткани выдерживает до 1000 стирок без потери качества. 1000 стирок посчитайте, на сколько лет хватит вам и вашей семье. Значит, самое прочное, самое износостойкое, потому что полотняное переплетение, вот, когда ниточки через одну переплетаются, оно дает максимальное количество связей. И есть сатин. Сатин в ткани представляет собой длинные протяжки по направлению ТК, за счет чего он имеет блеск, мы уже говорили, что длина прямолинейного участка больше, блеск больше, и, конечно, дает большую мягкость. Но этих точек сцепления будет меньше, а значит, сатиновое переплетение будет более мягкое, но менее прочное, менее износостойкое, быстрее выйдет из строя. Но это не значит, что прямо оно износится. Если мы говорим про хороший хлопок, все равно долго. Но это будет жестче, это мягче. Это с блеском, это без блеска. Это прочнее. Но, конечно, после определенного количества стирок перкаль тоже станет мягче. То есть это не значит, что это прямо жесткое. Подойдет и для принцессы на горошине, если его, соответственно, смягчить. А затем структура ткани. Мы говорим о ТС. Вот этот вот thread count. Он тоже может быть очень разный. И здесь, опять же, мы ищем компромисс. Компромиссное решение. ТС больше, жесткость выше. ТС меньше, жесткость меньше. ТС выше, воздухопроницаемость меньше. ТС меньше, ткань лучше дышит. Поэтому выбираем в соответствии с тем, что мы хотим на выходе получить. Ну, для перкаля считается идеально на рынке где-то 200-400. Если мы говорим о премиум сатине, 300-600. Чем больше эта цифра, тем дороже. Я вам уже объяснил почему. Потому что будет большее количество нитей, дорогой пряжи на единицу длины. Ну и долговечность ткани в итоге у нас складывается из следующих показателей. Сколько она прослужит. Ну, вообще, насколько важно для вас, как для производителей, для
для своей семьи, насколько важна долговечность ткани. Важна ли она для вас? Ну, для некоторых важна. То есть она, смотрите, из чего складывается. Именно долговечность, я сейчас не говорю про красоту. Переплетение – раз, плотность ткани – два, крутка пряжи и длина волокна хлопка. Вот из этого пирога сложится то, сколько у вас прослужит эта ткань. Я говорю, при сохранении внешнего вида, идеального внешнего вида в том числе. Как отличить, что это за хлопок, из какого хлопка у меня изделие? Это настоящий экстрадлинноволокнистый хлопок или это маркетинг? Ну, вы же понимаете, от подделок не застрахован никто, поэтому весь этот хлопок маркируется специальной голограммой. Вот эта организация, ассоциация BISIC, она занимается контролем производства и продажи сайлендов по всему миру и выдает вот такие голограммы. И этой голограммой маркируется каждые 6 метров ткани. То есть нельзя получить рулон ткани 200 метров, на котором будет одна голограмма. Нет. Это такой эксклюзив, который рулонами не продается. На каждых 6 метров должна быть эта голограмма. На голограмме должен быть номер. У каждого куска ткани свой номер. Вот у нас название хлопка. А вот у нас прядельная фабрика, на которой эта пряжа получена. Представляете? И все это должно быть на голограмме. Вот тогда вы, может быть, относительно уверены, что вы купили то, что нужно. Вот какая, и, разумеется, вам нужно контактировать с этой организацией, если вы хотите заниматься такими тканями. Вот так и на всех изделиях обязательно должна быть голограмма из такого хлопка. Ну и стоит он, конечно, как крыло от Боинга, эти изделия. Вот. А то же самое касается и хлопка Гиза. Если мы возьмем самый лучший египетский хлопок Гиза. Кстати, если вы видите надпись Egyptian Cotton, это red flag. Надеюсь, никто на меня здесь не обидится. Вот эта маркировка Egyptian Cotton, она ни о чем не говорит. Египетский хлопок. Египетского хлопка, представляете, сколько? Он есть вообще ни о чем, а бы что. Самый обычный средневолокнистый. И есть супер дорогой и супер элитный, если мы возьмем какие-нибудь экстра длинноволокнистые сорта, типа Гиза 45, Гиза 87, 88, 92, которых опять там доли процентов этого хлопка выращивают. Вот поэтому такой хлопок также маркируется специальной пометкой, которая называется Cotton Egypt Association, то есть ассоциация египетского хлопка обязательно. И здесь же должен быть указан сорт этого хлопка, какой именно. И на изделии обязательно должно быть вот этот вот значок, про который я вам говорил, если мы говорим про премиум хлопок. Если просто египетский, вы же понимаете, туда можно засунуть все, что хочешь. Вот этот хлопок выращивается в дельте Нила, и самый редкий, самый длинный, дорогой, как мы говорили про Sea Island, вот, среди Гизы есть Гиза 45, это вот вообще полный эксклюзив, 0,4% от всего египетского хлопка, его даже в Египте сложно найти, не говоря же по всему миру. Это хлопок тоже с длиной более 36 миллиметров до 40, его там совсем, посмотрите, вот сейчас покажу его на карте. Вот это вот, где растет дельте Нила, а вот этот хлопок, вот эта вот точечка, вот он, всего лишь точечка маленькая, это то, где выращивают хлопок Гиза 45, вот там опять же выращивают всего несколько тюков. Вот. Какие еще есть аналоги этого хлопка? И вот про этот хлопок, который я сейчас буду говорить, это не значит, что он хуже. Да? Это тоже прекрасный хлопок, просто менее редкий. Например, если продавец, маркетолог хочет вам выдать свой хлопок, пускай даже хороший, The Sea Island, они придумали вот такую фишку, как Egyptian Cotton, они пишут Sea Island Quality. То есть типа хлопок, который по качеству соответствует хлопку Sea Island. Это ни о чем не говорит. Я могу это написать, пожалуйста, это сертификации не требует. Но что там на самом деле положил производитель, бог его знает. Затем есть люксик, вот это тоже экстра длинноволокнистый хлопок. Он выращивается на побережье, не на островах, а на побережье Соединенных Штатов. И чуть-чуть совсем уступает Sea Island по характеристикам, стоимость немножко ниже. Затем есть Supima Cotton. Supima это тоже американский экстра длинноволокнистый хлопок. Длина тоже, смотрите, замечательная, 35-42 мм. Он дешевле, чем предыдущие сорта, но всеми преимуществами теми же обладает. Вот Supima, посмотрите, вот обычный хлопок. Это уже, скажем так, роскошь, но уже роскошь более доступная для обычного человека. То есть обычный человек, в принципе, может себе уже позволить изделие из этого хлопка. Ну, есть суданский баракат, его еще называют африканским братом Гизы, тоже с хорошей длиной, 37 более миллиметров, тоже в небольшом количестве выращивается. И индийский замечательный хлопок Сувин Голд. А в Индии такой есть южный штат Тамил-Наду.
туда, ближе к Индийскому океану. И вот там выращивается только в этом штате Сувин Голд. Это получен он как гибрид из Си-Айленда с местными сортами, тоже с очень высокой длиной, 40 миллиметров. Вот. Ну и вот таким образом мы получили идеальное, скажем так, постельное белье. Спасибо большое за внимание. Я немножко заболтался. Спасибо. А я хочу, пользуясь случаем, вот одну секундочку, тут есть два моих ученика. Я хочу им вручить дипломы о том, что они прошли у меня обучение. Это вот Антон и Кира из московской компании Афина, которые занимаются лучшей в мире мебелью. Пожалуйста, спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо вам.